Где брать идеи для своей игры? Как зарождались легендарные игры? Что такое игровая механика и какие наиболее интересны? Все это желательно знать, чтобы создать успешный игровой проект. Приветствую, разработчики, на связи Cyberstars Entertainment. В этом видео об этом мы и поговорим. В прошлый раз мы разбирали, что нужно знать, чтобы создать свою игру. Первые шаги для начинающих. Сейчас мы поговорим про игровые механики. Разберем историю появления легендарных игр, таких как Counter-Strike, Dota 2, Minecraft, PUBG и прочие. В дополнение к этому рассмотрим интересные модификации к этим играм. Затем посмотрим, из каких игровых песочниц или конструкторов можно брать идеи. И напоследок посмотрим, где еще можно брать референсы для игр. И уже в следующем видео мы поговорим о том, как можно создать все с нуля, эксклюзивно для Cyberstars. Ради примера мы придумаем свою игровую вселенную, сеттинг, и добавим к нему уникальную механику, которую можно встретить разве что в 2-3 играх, ввиду сложности реализации. Вот ее мы и затронем. В последующих видео мы будем разбирать, где брать ресурсы, как собрать команду, продвижение и пиар, как можно заработать на своей игре и прочие темы, связанные с разработкой игр. Начнем с самого простого. Первое. Чтобы что-то создать самому, сперва нужно многое повидать. То есть, если вы хотите создать свою игру, нужно много играть в игры. Просто скачивайте все новые игры, которые выходят, и банально играйте в них. Внимательно рассматривайте окружение. Следите, какие нововведения добавляют разработчики, и изучайте микромеханики. То есть основная core-механика. Это как игрок взаимодействует с игрой, то есть что он должен делать. Например, в Spider-Man основная механика — это полет на паутине. А второстепенными механиками, например, могут быть возможность швырять предметы, взаимодействовать с окружением или менять это окружение. Второстепенной механикой может быть какой-то навык, который вы можете получить при достижении какого-то результата в игре. Основных и второстепенных игровых механик на самом деле очень много, все перебирать мы не будем. Но здесь следует подчеркнуть, все игры в принципе одинаковые. Это какая-то трехмерная игра, где вы перемещаетесь с помощью персонажа и истребляете врагов. И вот если вы сможете грамотно интегрировать какую-то новую механику или симбиоз из 2-3 интересных механик, чтобы это смотрелось гармонично, то тогда интерес к игре возрастет. В общем, возьмите одну основную механику, либо парочку. Например, объедините Tower Defense и шутер от первого лица, и добавьте к этому парочку второстепенных механик. Как вариант, возможность объединять 2 башни в одну, но более мощную. Что-то наподобие как в играх жанра 3 в ряд или 2048, сложение чисел. Или добавьте возможность переманивать вражеских юнитов на свою сторону. Эти механики можно встретить в разных играх, я просто подобрал более подходящие и объединил в одну игру. Можно пойти дальше, объединить Tower Defense и выживание на поезде. Дать игроку возможность расширять поезд, добавляя новые вагоны. И затем на эти вагоны добавлять вспомогательные устройства, оборонительные турели различной мощности, верстаки и сундуки. И затем собирать ресурсы для новых крафтов. В общем и целом, следите за другими играми и экспериментируйте с объединением различных механик. Механики придумывает гейм-дизайнер. Механика может быть динамической. Как пример, игрок наносит 10 единиц урона, а после прокачки 20. И это может позволить ему пройти в сложные локации, где более сильные враги. Простые механики, такие как передвижение и прыжок, относятся к классу атомарных механик. Атомарные механики объединяются в комплексные. Комплексная механика — это общая композиция геймплея. Например, возможность перепрыгивать через препятствия — это комплексная механика, которая включает в себя атомарные механики, такие как передвижение, прыжок и гравитация. Атомарные механики можно разделить на 3 группы. Физические — это перемещение, прыжок и прочие физические имитации. Вторая группа — это экономические, это управление игровыми ресурсами, например, сбор чего-то. Третья группа — ментальные. Здесь используются возможности мозга игрока. Это какой-то выбор, головоломки. Даже возможность что-то построить в игре. Это ментальная механика, но с комплексным подходом. Делайте декомпозицию игр, то есть разбирайте их на составные механики. Эти механики можно выписать на карточке и устраивайте брейнштормы с друзьями, подбирая лучшие сочетания, или в случайном порядке. Вместо карточек можно использовать UML-диаграммы. Таких сервисов на самом деле много. Бесплатный Google Drawings, Diagrams.net, Whimsical.com. Это всего лишь несколько примеров из множества.
После определения игровых механик все это необходимо зафиксировать в дизайн-документе. Это могут быть простые записи на бумаге, в Word, Google Docs, но чаще всего используют вики-систему Confluence. Здесь преимущество — это нелинейность. Вы можете добавлять в дизайн-документ разделы, ссылки, вложенные страницы, примечания и многое другое. Людей, которые способны что-то придумать, больше, чем людей, которые могут это реализовать. Другими словами, идей больше, чем программистов. Поэтому еще не все идеи реализованы в крупных играх. И тут в игру вступают мододелы. Люди, которые модифицируют уже существующие игры. Потому что проще что-то модифицировать, чем создавать с нуля, и потом это как-то раскручивать. Некоторые разработчики игр и начинали с того, что создавали моды. Вот оттуда и можно черпать идеи. Знаменитый Counter-Strike изначально был модом для Half-Life. Впоследствии Counter-Strike стал отдельной игрой. Также, ввиду большой популярности этой игры, основная core-механика стала приедаться большому количеству игроков. И Counter-Strike также начал обзаводиться модами. Самый популярный и старейший мод — это зомби-мод. Этот мод переделывал команду террористов в зомби. Цель зомби была заразить всех контртеррористов. А осуществлялось это с помощью удара ножом. И тогда спецназ становился тоже зомби. В эту же очередь спецназ мог отбиваться, ведь зомби отбрасывало от попадания выстрелов. И тут цель спецназа была просто выжить. Эта механика также наскучила игрокам, комьюнити стало разрабатывать различные карты. Стали появляться карты с префиксом ZE – Zombie Escape. Эти карты меняли геймплей. И здесь уже цель спецназа была не просто выжить в течение определенного времени, а добраться с точки А до точки Б в целях эвакуации, попутно отбиваясь от преследующих зомби. Таким образом, получается, что эта карта видоизменяла геймплей зомби-мода, который был модификацией для Counter-Strike, и в эту же очередь Counter-Strike был модификацией для Half-Life. Получилась такая цепочка, которая воплотила целую механику. И здесь, чтобы разнообразить игру в Counter-Strike, даже не обязательно было придумывать моды, достаточно было создать другую карту. Таких карт, меняющих структуру геймплея, на самом деле много. Вот парочку примеров. Карты, где нужно перепрыгивать с одного выступа на другой, своего рода паркур. Карты, где нужно проходить полосу препятствий. Dead Run карты, тоже своего рода полоса препятствий, но здесь одна из команд активирует ловушки, не давая пройти другой. Если же другая команда все-таки смогла пройти через препятствие, как-то обхитрив первую, то ей дается возможность завладеть оружием и уничтожить первую команду. Даже есть карты для серфинга. И таким образом хочется отметить, что игровые механики можно взаимствовать из модов, ведь все уже давно придумано, просто не дошло до широкой общественности. Если это звучало неубедительно, знаменитая Dota изначально также была модификацией к Warcraft 3, точнее говоря, картой, и стала настолько популярной, что было бы глупо не сделать из нее отдельную игру и заработать на этом деньги. Dota зародила новый жанр моба-игр. Но помимо Доты, третий Warcraft также богат различными картами. Например, в нем можно встретить алкоголизм, он же вампиризм. Один из игроков становился вампиром, какое-то короткое время вампир не мог видеть, и все остальные игроки разбегались по карте, то есть прятались. Быстро отстраивали себе защитную базу, и когда вампир их обнаруживал, могли отбиваться от него. А если вампир пробивал защитный рубеж, то он мог сделать этого несчастного игрока тоже вампиром, то есть как бы затащить на свою сторону. Вот такой игры было два исхода. Либо погибает вампир от оборонительных вышек, или он мог также проиграть, если игрок построит какую-то ультимативную постройку. Или вампир мог выиграть, если поймает всех игроков. Или вот еще одна интересная карта-механика. Кошки-мышки. Здесь был один или два кота, все остальные мыши. Мыши могли отстраивать стены, тем самым отсекая участки карты, где кот не мог пройти. Если кот поймал мышь, то мышь становилась заключенной в клетке в центре карты и не могла ничего делать. Другие же игроки, мыши, имели возможность спасти заключенную мышь, правда рисковали быть пойманными. И здесь можно заметить, что все эти игровые механики чем-то похожи на те игры, что мы с вами играли в детстве. Казаки-разбойники, прятки. То есть тут даже не надо далеко ходить. Опять повторюсь, все уже придумано. Достаточно просто собрать правильный пазл. Разработчики той же вселенной Warcraft вдохновлялись такой игрой, как Duna 2, вселенной Властелин колец, настольной игрой Dungeons and Dragons. Также они вдохновлялись игрой Warhammer, либо, грубо говоря, украли какие-то идеи. И это нормально. Сам Warhammer изначально был настольной игрой. Вообще много механик из настольных игр, и здесь следует подчеркнуть, что из них тоже можно брать идеи.
Разработчик знаменитого Майнкрафта Маркус Персон черпал идеи из таких игр, как Dwarf Fortress. Это игровая песочница, созданная из символов таблицы ASCII. Dungeon Keeper. Здесь вы повелитель нечисти. Развиваете подземелье, отбиваетесь от врагов. Здесь мир состоит из блоков, которые можно разрушить. И Infiniminer, уже больше похож на Майнкрафт. Цель игры — добыть больше ресурсов, нежели противоположная команда. Он просто взял основную идею и довел ее до ума, после чего стал миллиардером. Естественно, сам Майнкрафт тоже обзавелся модами. Также смотрите, какие модификации есть на Майнкрафт, и черпайте идеи оттуда. Среди популярных игр это не единственный пример взаимствования. Among Us. Похоже на карточную игру Мафия, только в космическом сеттинге. Fall Guys. Игры на выживание или прохождение полосы препятствий. Здесь большое количество режимов, но цель одна – продержаться как можно дольше своих соперников. Вообще подобные игры довольно-таки интересны, особенно в мультиплеере. Такие механики могут добавить интерес на прохождение подземелий. Чем-то напоминает японские шоу. И вот, различные шоу – это еще один источник для идей. PUBG. Эта механика уже стала отдельным жанром – Battle Royale, который разлетелся по различным играм. В таких играх вы играете один против всех, соответственно и победитель может быть только один. Предшественник PUBG H1Z1, но он был предан забвению. И более популярный конкурент – это Fortnite. PUBG – прямой потомок модификации Battle Royale к зомби-выживалке DayZ. DayZ, в свою очередь, это модификация к игре Arma 2. Это такой тактический шутер. Королевскую битву можно встретить в Майнкрафте в виде голодных игр. В свою очередь, это мод по одноименному фильму «Голодные игры». «Голодные игры» был снят по мотивам японского фильма «Королевская битва». И сам фильм «Королевская битва» — это экранизация одноименной книги от японского автора Касуна Таками. Люди поняли, что модификация — это весело и интересно. Появилась отдельная категория игр-песочниц. Некая площадка для творцов-мододелов. Одна из таких — это Garry's Mod. Изначально это модификация к Half-Life 2, чтобы продемонстрировать широкие возможности его физического движка. Теперь это целая золотая долина игровых механик. Каких режимов там только нет. Прятки, где вы маскируетесь под окружение, превращаясь в предмет. Даже можно прятаться внутри человеческого организма. Кстати, гигантизм тоже отличная идея. Как вариант, например, вас съедает большой монстр, и вы попадаете в его утробу. Да-да, и ищите выход. Или наоборот, вы уменьшаетесь до размеров таракана. Мир вокруг вас становится огромным. Выживание, где нужно прятаться от маньяка. Интересная механика, когда один более сильный игрок против всех остальных. Просто креативный режим с постройкой всего. Его еще принято называть сэндбокс, песочница. Это уже целый жанр. Зомби-мод, к которому можно добавить возможность строить баррикады. Выживание на плотах. И это еще верхушка айсберга. Просто заходите и берите любую идею. GTA 5. Эта игра сама по себе песочница. За счет того, что в ней присутствует редактор карты, комьюнити получила возможность создавать пользовательские карты. Гонки перешли в трехмерное пространство и стали более динамическими и интересными. Среди пользовательских карт можно найти такие, как паркур, полоса препятствий – один из интереснейших видов игры. Цель дойти из точки А в точку Б, при этом не погибнув, и в конце вас может ждать какая-то награда или оружие. А видов этих препятствий очень большое разнообразие. Или тот же самый Death Run. Тоже своего рода полоса препятствий, только здесь игрокам мешает другая команда игроков. И здесь можно выделить режимы, где игроки не против друг друга или против еще кого-то, а наоборот объединяются, чтобы прийти к единой победе. Эту механику можно отметить как что-то неординарное. Такое очень редко встречается.
Даже сами разработчики GTA 5 делают разнообразные режимы игры. И одни из таких популярных режимов — это Deadline. Игрок позади себя оставляет след, и если противник наедет на этот след, то он погибает. Режим сопровождения, он же конвой или автоколонна. Здесь есть водитель грузовика и сопровождение, и вторая команда нападает на этот груз. Очень простой и в то же время интересный режим выживания. Цель победы — столкнуть всех противников. Разумеется, GTA 5 пришла к этому не сразу. Истоки идут к мультиплееру для GTA San Andreas. Первым был SAMP, но это были скорее пострелушки. Затем появился MTASA, где игроки смогли конструировать свои карты. И вот здесь уже начали появляться все эти гонки на выживание, а-ля «спихни машину противника с платформы». Ничего не напоминает? Да-да, это те же самые режимы игры в мультиплеере GTA 5. То есть здесь опять же, идеи из модификаций реализовали в игре. И вот рано или поздно это должно было случиться. Кто-то понял, что игрокам может надоедать одна и та же механика. Игроки хотят разнообразия, и появилась такая игра, как Roblox. Это игра, которая включает в себя большое количество других игр внутри основного ядра, которое предоставляет разработчикам инструмент для создания мини-игр, тем самым комьюнити развивается. В Roblox вы можете приготовить пиццу. Такую игровую механику можно отнести к RP, Roleplay, где каждый отыгрывает свою роль. Например, один поставляет продукты, другой готовит пиццу, и третий продает эту пиццу. Можете владеть автосалоном. Здесь вы продаете машины, отстраиваете здание самого салона и двигаетесь по карьерной лестнице. Еще один режим игры – пол – это лава. На карте постепенно поднимается уровень лавы, и ваша задача просто забраться как можно выше. В Роблоксе огромное количество игр. Вот вам и еще один неисчерпаемый источник. Потомок Roblox – Core на базе движка Unreal Engine. Такая же онлайн-игра «Конструктор». Это игровой конструктор на базе движка Unreal Engine. Вы создаете свою уникальную игру, пользуясь готовыми инструментами и ресурсами. В Core также реализовано большое количество механик. Посмотрите, какие существуют игры IO. IO — это браузерные мультиплеерные игры, их уже бесчетное количество. Идеи также можно черпать из Steam Workshop. Еще можно создавать игры на трендовые темы. Например, сейчас популярна игрушка Pop-It, а когда-то был популярным спиннер и йо-йо. Можно делать игры по типу симулятор Pop-It или спиннера. Посмотрите, в Play Market полно таких игр. Здесь следует отметить, вы получите быстрый прирост популярности, и в скором времени он также быстро спадет. Быстрый хайп. Что касается графики. Вдохновляться можно с помощью референсов на таких сайтах, как Pinterest или ArtStation. Просто вписывайте в поиск нужное слово, например, sci-fi, и просто смотрите, кто как что делает. После подобной длительной практики у вас в голове уже появится своя картина. Смотрите 3D-стоки, наподобие sketchfab.com. Также делайте нужный запрос, sci-fi, допустим. И здесь вы можете смотреть превью моделей, получая пищу для ума. Или вы можете посмотреть референсы на нашем Discord-сервере. Здесь мы собираем самое интересное. Думаю, чертежи летающих тарелок вас точно заинтересуют. Также просто наблюдайте за миром вокруг вас. Смотрите, как устроена природа, города или техника. Разработчики GTA 4, прежде чем создать карту Нью-Йорка в игре, сделали большое количество снимков этого самого Нью-Йорка. В общем, подведя итог, можно сказать: черпайте идеи из модификаций, пока вас кто-то не опередил. Для разнообразия добавьте второстепенных механик, поместите это все в интересный сеттинг. Подумайте, было бы вам интересно в это играть самим или в компании друзей. И вот, считай, игра готова. Можете после просмотра видео написать в комментариях, что вам удалось придумать. Не копируйте чужие игры один в один. Посмотрите, сколько схожих игр в Play Market. Они просто взаимствуют тренды у друг друга и добавляют что-то свое. И чем оригинальнее эти свои нововведения, тем лучше. Если просто скопировать игру один в один, то никто в нее играть не будет. И помните, все новое — это давно забытое старое. Красивая графика в игре — это всего лишь обвертка. Надолго удержать игрока может лишь только интересная механика. Сейчас мы разобрали, как все устроено и откуда черпать большое количество идей. А в следующем видео я вас научу, как можно придумать все самому. И, разумеется, придумаем что-то свое. Вступайте в наши ряды разработчиков, это социальные сети или Discord.
и подписывайтесь на Cyberstars Entertainment. Здесь мы разбираем геймдев во всех подробностях.